Мы сейчас получаем машину, мы так долго ее ждали, вот она перед нами, красотка. Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, и в сегодняшнем видео будет обзор на наш с мужем новый автомобиль Tesla Model Y. На самом деле мы очень давно наблюдали за развитием компании Tesla, и решение купить именно этот автомобиль было очень взвешенным и обдуманным. Купили мы машину эту где-то около 3 месяцев назад. За это время мы ее объездили, протестировали, и вот наконец-то я могу записать это видео и поделиться с вами своими впечатлениями. Наверняка вы знаете, что просто огромнейшее количество людей со всего мира наблюдают за развитием компании Tesla, потому что Tesla не просто автомобиль нового поколения, это новое мышление, которое в итоге станет массовым. Также меня всегда очень восхищал Илон Маск. Он гений современности, таких людей на этой земле единицы. И, как вы знаете, он является генеральным директором, а также главным инженером SpaceX. И в этом году они запустили пилотируемый корабль в космос. Такого никогда не было в мире, что вот частная компания запускает ракеты. Это огромнейший шаг в космонавтике, это будущее. Также, как вы знаете, Илон Маск сосредоточен на освоении космоса, чтобы колонизировать Марс. И, в общем, у него много других, как для многих кажется, сумасшедших идей, которые он начинает уже воплощать прямо сейчас. Конечно же, такие люди просто не могут не восхищать. Ну и, естественно, Илон Маск является одним из богатейших людей в этом мире по рейтингу Forbes. Также по последним данным, по каким-то рейтингам, за ноябрь этого года он обогнал даже Билла Гейтса. За выдающиеся заслуги перед наукой он был удостоен членства в Лондонском королевском обществе. Заводы компании Tesla называют гигафабриками, и таких существует 5 в мире, 3 из них находятся в Штатах, в штате Невада, Техас, Нью-Йорк, и остальные 2, одна из них в Европе и 2 в Китае. И на строительство одной такой гигафабрики требуется всего лишь около 200 дней, в то время как для строительства аналогичного завода обычно требуется около 5 лет. А все дело в том, что каркас для этих гигафабрик, он уже готов, его просто складывают как лего. Производство все работает за счет солнечной энергии. Таким образом экономятся природные ресурсы, и в целом это все эко-френдли, что не может не радовать. Основную работу на гигафабриках выполняют роботы. На производственной линии трудятся более 150 роботов. Также для создания одного автомобиля требуется где-то работа 15 роботов. Некоторые из них работают даже в паре. Безусловно, есть работа, которую роботы не могут выполнить, ее выполняют люди, но все-таки это уже более вспомогательная такая работа. А вот внутренняя отделка салона собирается вручную. Автомобили Tesla не только не загрязняют воздух выхлопными газами, но еще и не требуют огромного объема нефтодобычи, что является очень неэкологичным делом, и это губит огромное количество диких животных. Также меня очень радует, что салон в автомобилях Tesla, он сделан не из натуральной кожи, а из эко-кожи. Нельзя сказать, что автомобиль Tesla, он является идеальным и вот на 100% экологичным. Но на самом-то деле человечество просто ничего лучше пока не придумало. И исследования показывают, что действительно автомобили Tesla на данный момент являются самыми экологичными и комфортными. Я знаю, что очень многих волнует вопрос утилизации батарей. Так вот, Tesla пишет, что они разработали уникальную систему переработки батарей замкнутого цикла, которая обеспечивает существенную экономию ресурсов в долгосрочной перспективе. Благодаря этой системе извлечение критических материалов, таких как литий и кобальт, будет максимизировано наряду с извлечением всех металлов, используемых в элементе батареи, таких как медь, алюминий и сталь. Все эти материалы будут восстановлены в форматах, оптимизированных для производства новых аккумуляторных материалов. Сейчас в линейке Tesla представлены 4 автомобиля S3, X, Y. И, кстати, если прочитать название этих моделей подряд, получится слово «секси». Кстати, есть еще один очень интересный факт. Компания Tesla — это, пожалуй, единственная компания, которая совершенно не вкладывается в рекламу. То есть у них нет ни одной официальной рекламы. Бюджет для маркетинга равен нулю. Тут есть несколько причин. Во-первых, Илон Маск очень известный человек. Любой его твит, он тут же транслируется по всему интернету, всеми СМИ. Ну и во-вторых, их продукт просто является очень крутым, уникальным и необходимым этой планете. Мы купили последнюю модель Y, и сейчас я вам расскажу о ее преимуществах. Когда вы заходите на сайт Tesla выбирать авто, это очень напоминает выбор айфона. Вы полностью выбираете
выбираете комплектацию своей машины, и от этого будет зависеть ее итоговая цена. Я сейчас покажу вам на нашем примере, какую комплектацию мы выбрали. Кстати, правительство Калифорнии, если вы покупаете электромобиль Теслу, вам потом возвращает $1500. Мы, кстати, уже подали заявку, и нам скоро придут эти деньги. Ну, мелочь, а приятно. И, знаете, это круто, что правительство таким образом поощряет людей вести экологичный образ жизни. То есть вам платят деньги за то, что вы просто не загрязняете воздух. Итак, сейчас у нас два варианта. Первый — это на длинные дистанции автомобиль, и вторая — это скоростная. То есть скорость там не намного больше, но при этом она стоит уже на $10 000 дороже. И смысла никакого брать нет дороже, потому что вы не будете ездить на этой скорости. Это просто запрещено законом, поэтому мы взяли вот первый вариант long range. Дальше выбираем цвет. Машина есть в 5 разных цветах: белый, черный, серый, синий и красный. Тоже интересный факт, что только за белый цвет не нужно доплачивать, он является стандартным. Если вы хотите любой другой цвет, это дополнительно $1000. Нашу машину мы ждали где-то около месяца. Я помню, когда нам позвонили из салона и сказали, что есть красный автомобиль, вот можете прямо сейчас забрать. И я тогда еще мужу говорю: нет, не хочу я красную, буду ждать белую, конечно же. И тогда я даже не знала, что за красную еще и нужно доплачивать. Я бы скорее за белую доплатила. Как вы видите, багажник здесь просто огромный, очень много места. Вот эти задние сиденья можно опустить. И, например, если вы едете на природу, можете использовать это пространство вместо палатки. Также здесь спереди есть еще один багажник. Он не такой большой, как задний, но тем не менее здесь тоже очень много места. Теперь выбираем колеса. Вот так выглядят стандартные, а за эти нужно доплатить дополнительных $2000. Мы взяли те, что дороже. Дальше выбираем интерьер. Есть вариант черный, это стандартный. Если вы хотите белый салон, то это дополнительно $1000. Мы выбрали белый. Как я вам говорила, я очень люблю белый цвет. Дальше идет функция автопилот. Вы можете ее купить, либо не покупать. Ну, конечно же, мы купили, и сейчас автопилот стоит $10 000. Тогда, когда мы покупали, он стоил $8000. И сейчас автопилот будет только дорожать. Автопилот распознает препятствия в сложных погодных условиях и даже перед автомобилями впереди. Кроме того, автопилот заранее предупредит о вероятности фронтального либо же бокового столкновения и предпримет необходимые действия, чтобы избежать опасности. Он поддерживает скорость транспортного потока, меняет полосу движения при необходимости, проезжает транспортные развязки в нужном направлении. Очень важная такая деталь об этой машине — это то, что она очень быстро ускоряется, прям невероятно. И это очень помогает там, когда нужно перестроиться или когда какая-то экстремальная ситуация. И это вот за счет того, что тут нет коробки передач, то есть не нужно переходить эти шестеренки с коробкой передач, и электрическим путем происходит ускорение. Это происходит очень-очень быстро, и это прям вот отличает машин на бензине. Характерной особенностью системы является то, что она постоянно совершенствуется, причем это происходит в режиме реального времени. Когда вы едете на машине, система Tesla самообучается. То есть принцип работы функции такой: во время эксплуатации автономной системы происходит сбор информации и ее передача на сервера разработчиков. После этого специалисты обновляют программное обеспечение, его свежие версии устанавливаются через подключение к интернету. Это поможет постоянно модернизировать систему и улучшать ее возможности. Что касается автопилота, это просто гениальная вещь, и у нас даже не было сомнений, брать его либо нет. Мне кажется, что за этим будущее, и только у компании Tesla он настолько крутой, потому что у других компаний, то есть они еще настолько его не доработали. Компания Tesla занималась разработкой автопилота очень много лет, и сейчас они просто на каком-то невероятном уровне. Сейчас наша машина припаркована возле магазина, и мы вот с помощью приложения Tesla сделаем так, чтобы она выехала из паркинга и подъехала к нам. Выбираешь и нажимаешь, чтобы она сюда приехала. Едет. Слушай, так это круто наблюдать, никто не сидит за рулем, и она едет. Мы видели одно видео, где машина Tesla полностью сама себя довезла без водителя. Она ехала по довольно сложному маршруту, и это вообще просто невероятно. И круто, когда, например, вы можете нажать на кнопочку, и машина сама себя припаркует. Либо наоборот, вы вот пришли, и машина сама выехала из паркинга к вам. Это очень удобно. Также, если вы едете куда-то на длительные дистанции, там в путешествие, как мы, например, с мужем ездили, это тоже очень удобно. То есть дорога занимает 8 часов, а ты отдыхаешь. Это вообще
вообще гениально. Сейчас еще по закону человек должен класть руки на руль, но я думаю, что со временем уже это будет не обязательным. Также Tesla Model Y получила максимальный рейтинг во всех тестах. Низкий центр тяжести, жесткая конструкция кузова обеспечивает беспрецедентную защиту. У полного привода Tesla есть два сверхчувствительных независимых электродвигателя, которые управляют крутящим моментом на передних и задних колесах для лучшего управления, тяги и контроля устойчивости. Модель Y способна двигаться в дождь, снег, грязь и по бездорожью. В итоге у нас получилась такая стоимость. Но, конечно же, мы заплатили еще больше, потому что приплюсовались налоги, и получилось где-то 66 тысяч долларов, что примерно около 5 миллионов рублей, если перевести. Нашу машину мы ждали где-то около месяца, и затем мы поехали в автосалон и ее забрали. Мы сейчас получаем машину, электронно подтверждаем, что мы ее получаем. Забавно то, как происходит покупка машины во время карантина. Приходишь, заполняешь там в электронном виде какую-то анкетку, мол, ты получил, все, тебе дают машину. Все, ребят, наконец-то эта минута настала, покупка нашей машины. Мы так долго ее ждали, и наконец-то вот она перед нами, красотка. Обычно они привозят ее под дом, только по той причине, что сейчас пандемия, то сейчас такой самовывоз, а вообще ты просто выходишь, и у тебя она уже стоит под подъездом. Гениально. Преимуществ в этом автомобиле очень много. Экологичность, про которую я говорила, вам не нужен бензин, дизель, вам не нужно менять масла, фильтры. Это бесплатное обслуживание, вы можете позвонить в сервис, который работает 24/7, вам всегда ответят, если есть какая-то проблема, в то время как дозвониться в другие автосалоны бывает очень сложно. И чаще всего компании как бы напрямую с вами не будут работать, только через посредников. Также это различные интересные инновационные функции, футуристический дизайн, то есть все вместе этот автомобиль делает очень практичным и вообще крутым. Я считаю, что он стоит абсолютно каждой своей копейки. Я обожаю дизайн этой машины. Мне кажется, что она очень отличается от обычных автомобилей. Сразу понимаешь, что это машина будущего. Все как здесь выглядит, минималистично и в то же время со вкусом. Также обожаю вот эту стеклянную крышу. Она выглядит очень круто, красиво, особенно если там, знаете, позади природа, какие-то виды, ты едешь пальму, все это виднеется, очень круто. Как мы видим, здесь нет коробки передач. Это для кофе. Также здесь бардачок. Здесь две зарядки для айфона. И вот такой экран горизонтальный. С помощью этого экранчика регулируется все в машине. Руль, зеркала. Можно направить потоки воздуха куда вы хотите. Либо кондиционер, либо чтобы как обогреватель. Вот вы направляете на себя, и вот воздух дует на вас. Это очень удобно. Да, кстати, вот такой штуки ни в одном автомобиле не видела. Здесь можно выбрать подогрев сидения. Какой из этих сидений подогревается? Вот, например, сиденье водителя. Также все это можно сделать, в принципе, через приложение. Вы можете зайти через интернет, в принципе, на любой веб-сайт. Также подключить Spotify, слушать музыку. Ну, в общем, здесь все, что есть в вашем смартфоне. Что касается зарядки, если заряжаться вот с нуля, вы где-то за час зарядитесь полностью на 320 миль. То есть этого хватит, чтобы вот в течение одной недели ездить по городу. И опять-таки вы можете заряжаться там ненадолго где-то, где вы там остановитесь покушать, либо в магазин сходить. Здесь у нас очень много зарядных станций, этих суперчарджер. Это стоит где-то $18-20, то есть полностью зарядиться. Но опять-таки, если вы заряжаетесь просто от розетки, где-то дома у себя, то, естественно, это просто бесплатно, вы платите только за электроэнергию. Еще Tesla очень безопасная. Она оснащена там 10 камерами с разных сторон, и внутри машины, и снаружи автомобиля. Если кто-то подойдет к машине слишком близко, она это тут же фиксирует на камеры, все это вам передает. И как бы угонять машину вообще не имеет никакого смысла. Был случай, когда владелец авто просто закрыл в своей машине преступника до прихода полиции. Также, если каким-то чудесным образом кто-то угонит этот автомобиль, вы можете по приложению просто отслеживать, где находится ваше авто. То есть вы видите маршрут. Кстати, там есть такая интересная опция, это температурный режим специально для животных. Например, если у вас есть собака, и вы хотите ее оставить внутри машины и сходить куда-то в магазин, и при этом на улице жара сумасшедшая, то вы будете уверены, что вашему животному внутри авто очень комфортно. Ребят, я надеюсь, что обзор вам понравился. Ставьте лайк, также напишите в комментариях, как вам машина, а мы скоро увидимся. Пока!